Так, сегодня мы поговорим про то, что у нас было вчера, чуть-чуть, и про цену биткоина, то, что у нас идет сегодня. Так, от нас из вчера, вчера по цене я говорил, что у нас формирование вот этого небольшого треугольничка, да, который мы, скорее всего, вниз будем пробивать, и у нас цена пробила, сделала ретест и ушли вниз. Цены были обозначены 19600 ну и ниже там цена тоже была обозначена. То, про что я говорил, так, в видеообзоре. До этого тоже говорил в видеообзоре, куда у нас пойдет цена. Цена сходила, потом пойдете, неплохая мысль, которая тоже нормально отработала. Далее отлично отработали, как и предполагал. То есть вот мы сходили к верхней грани. Цена, когда сходила вниз, да, к нижней желтой грани, да, потом говорил, что пойдем к верхней грани. И как это будет происходить. То есть поднимемся наверх, потом здесь будет пробой вот этой маленькой трендовой. На 15 минутке все выторговывали. Спуск вниз и разворот. И если будет пробой ниже 19666, в общем, что мы пойдем там еще ниже, но скорее всего будет разворот. И дальше смотрим, что у нас произошло. Дальше что произошло? Дальше у нас на этом спуске забрал эти цели. И шорт, так, это текущая цена и цена закрытия. То есть вот он 100% все-таки там на этом моменте заработал. И дальше из закрытого канала ребятам подсказывал, что у нас, как мы пойдем, да, вот эту сделку эту проводил. То есть как у нас будет коррекция ABC. Подставил уровни Фибоначчи. Так, и поближе можно? Да, можно. Поставил уровни Фибоначчи вверх-вниз, да, на эту высоту. Скорректировались в зону 81, 78,6, да. Три важные зоны на биткоине. 50%, 61,8, 78,6. Скорректировались в 78,6 и пошла волна 3. И куда она у нас должна была уйти? Так, это... Что такое И это Атлант, который нам подсказывает, куда у нас пойдет цена. И вот у нас пошла цена вверх. Мы пошли, почти добили моей точки, куда я предполагал придет цена. Потом сделали опять откат и еще раз пришли сюда, в эту область. Я на втором моменте, на вот этом, закрыл эту сделку, потому что предполагал, что мы пойдем ниже. Попутно брал еще лонг позицию, тоже, когда мы снизу вверх поднимались. То есть у меня и шорт открытый, лонг взял, и потом еще один шорт добавлял, когда мы наверх поднялись. Далее важные экономические моменты. Так, и смотрим. То есть вот у нас, как я предполагал, что у нас цена поднимется наверх. Мы поднялись, да, сделали еще раз заход сюда, я закрыл эту позицию. Но дальше что произошло? Дальше нас подняли все-таки к моей точке, куда я предполагал, что у нас придет цена, даже немножко выше, на 20 тысяч 56, 20 тысяч 56. После чего поехали вниз. Это тоже момент весь читался, про него говорил. Далее здесь у нас что сформировалось? Сформировался такой, как голова, плечи, раз, два, да, и третье. И поехали вниз. Сейчас смотрим, у нас идет Атлант, закрепляется, но еще пока не закрепился, да, у нас подтянули вниз. Все, пробили этот момент, тоже выше 19800 лучше брать лонговые движения, ниже 19750, 19760, да, тут лучше брать шортовые движения. И, соответственно, у нас Атлант здесь тоже развернулся, видите, да, объемы заходят шортовые. Мишки пытаются все это дело продавить. И мы от верхней грани идем, скорее всего, к нижней части. Потом у нас здесь уже скоро, это у нас китайская сессия, середина, да, ее подходит уже скоро середину перевалим. И далее у нас пойдут на китайской сессии будут заседания ОПЕК США и композитный индекс деловой активности в секторе услуг за август, это все дело. И здесь у нас зона повышенной волатильности. По идее, как это обычно бывает, то есть нас сейчас продавливают вниз, потом сделают заход наверх, возможно, попытаются пробить, дай-ка я вот так сделаю, возможно, нас попадаются пробить эту трендовую, которая формируется, да, вот этот клин нижний.
Сейчас я его тоже правую. Как они громко жужжат, слышите? Это цикады или прям слышно, да? Так, в общем, попытаются вернуть, возможно, даже этот момент пробить, сделать такой как бы двойной заход наверх. Это возможно, это предположение. Шорт-позицию я свою не отменяю, отменять ее не собираюсь. Если будем выходить сюда наверх, на вот этих новостях, то обратно отсюда буду заходить в шорт, когда сделаю такой как перекат, будут делать обратно, если будут его делать. И ближе к Америке, скорее всего, будут обратно заходить в этот клин, и уже отсюда буду открывать шорт позиции на заходе обратно вот в эту структуру. Это если у нас пойдет туда цена. Ну, а на ближайшее это у нас вот эта новая трендовая, да, вот эта высота, которую у нас цена пробивает вниз в данный момент. И предположение, куда мы пойдем. Ну и вот наше предположение, мое предположение, куда мы пойдем на уровень 19,589. Обратите внимание, 589, да, помните, Трамп по гематрии пробивается этот числовое значение. Если мы откроем геометрический калькулятор и вобьем сюда число 589, Дональд Трамп сразу выходит к нам. Дональд Трамп, 3 шестерки и Ripple, The Bull. Это такое число магическое, своеобразное по XRP. Его многие помнят, кто увлекается криптоактивами, кто перешел сюда с Форекса и занимается, тот должен это все дело помнить, знать. Обратите внимание, куда мы пришли. Мы четко коснулись в данный момент, да, у нас идет вот она трендовая, и мы сейчас в данный момент четко ее коснулись, и пока цена откатилась. Вот теперь нужно смотреть. Так, это у нас трендовая идет от вот этого накопления. Так, и у нас все вместе. Это рисуется такой клин, который, если... Ребята, а может так и случиться, что цена даже не пойдет сюда на вот этих новостях, а просто на вот этом вот моменте. Угу. Сейчас замерим тоже этот. Возможно, даже на вот этом вот всем мы сейчас уже и пойдем. Тихо, что это было? На вот этом вот всем мы пойдем вниз. Основная цель это 19100. А это что у меня? Это у меня. Это зона 27. Да, 19100 и ниже. Так, а откуда мы вышли? Ближайшая точка получается у нас где-то вот здесь. А ближайшая цель, первая, конечно, 19589, да, и вторая цель 19400. По уровню Фибоначчи это уже дело переигрывается. Вот, ребята, еще момент такой, то есть цели были одни на графике, да, но потом они передвигаются, потому что изменяется структура графика. Поэтому мы сейчас эту цель одну вот сюда поставим. Это наша цель. А вторая цель вот сюда. Вот она. Структура графика меняется, и, соответственно, цели тоже изменяются. Так. Пока это дело видится вот таким образом. Кто не в шорте, я не виноват. А я говорил, что потянут это все дело вниз. Есть предположение, всего лишь предположение, что нас на вот этой вот волатильности закинут наверх и потом оттуда сольют. Но, как видите, сейчас идет отработка вот этого
голова, плечи на вот эту высоту. Но там фитиль, правда, зараза, высокий. Ну да, вот это наша цель. Смотрим, наблюдаем. Так, подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Телеграм-канал называется BitAtlant. У нас тут мечеть рядом. Звуки такие прикольные. Так, и основная цель, ну вот, 19 тысяч. Помните, 19 говорил, скорее всего, сюда фитилем спустятся и поднимутся, и будут здесь прокарбовываться дальше. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Телеграм-канал называется BitAtlant. Нажимаем закрепленное сообщение. Даже можно его не нажимать, я сейчас сюда вниз к нам отправлю закреп. Вот этот, наверное, да, или лучше... Давай вот этот отправим. Из этого закрепа вы можете... Дай-ка паузу нажму. Так, из этого закрепа, ну и получается из вот этого сообщения, куда вы можете ко мне попасть. Это в чат 80/20. Ребята, кто будет маты гнуть в чате, сразу баню удаляю. Или я, или кто-то из наших администраторов. Поэтому не обессудьте, не надо материться. Никакой политики, пожалуйста. Ну, по минимуму. И если вы сбрасываете какую-то свою идею, скидывайте, почему вы так думаете. Новеньким будет полезно посмотреть, поучиться, стареньким поторговать. Чат 80/20, подписываемся. Написать мне или зайти на график Атланта через вот эту ссылочку, либо написать мне. Написали мне, я вас подписал к себе на график с искусственным интеллектом, который подсказывает, куда мы идем, в какой момент. То есть у нас вот четверочка, например, да, как мы, если бы вы вставали в шорт, еще из вот этого накопления, вот он у нас был вот здесь, подсказал шорт. Потом в данный момент, обратите внимание, был подъем, он перевернулся в лонг и обратно дал шорт позицию. Потом мы вернулись к ней, откуда, если бы вы брали шорт позицию, так как это делал я еще, да, с 2400 получается, у меня там были шорты открыты, и до сих пор бы вы были в шорте, то есть вы до сих пор были бы в плюсе. В данный момент эта позиция пошла вниз у нас, и предположение выхода из вот первого накопления, это у нас по большой системе, да, по вот это, по большой формации, это 19300, 19 тысяч, то, куда нас ожидается, вот она цена здесь. И это по Атланту, это на 4-часовике Атлант нас показывает, указывает на движение вниз, то есть вот это формирование, которое уже будет в понедельник вечером пробито, то есть сегодня к вечеру ближе, как раз к вот этим новостям, это 13 по Москве, ну и ближе к Америке. И на 15 минутке уже вот опять появился шорт-сигнал, то есть мы, скорее всего, пойдем вниз, да, пробиваться это все дело. То есть о лонгах пока лучше даже и не пытаться думать, потому как видите, как нас сильно тянут. В общем, подписываемся. И я вас к себе подпишу на график с искусственным интеллектом, где вы сможете все это дело наблюдать самостоятельно, видеть все вот эти графики. Так, что тут изменилось нечаянно, это с одной дневки на часовик изменял случайно. 4-часовик, часовик и 15-минутные таймфреймы. Если вы хотите посмотреть какой-то ваш любимый актив, например, Атом, у меня вот Атом любимый актив, да, тоже есть. Включаем на любой, на 15 минутку, например, нажали, да, или на любую нажали, и на Атом нажимаем, 2 раза нажали, у вас все графики меняются на Атом. И вы дальше уже его можете рассматривать, куда у вас направляется, где Атлант. Вот здесь Атлант цел подсказывал, что лучше встать в шорт. Это с 12 900, ой, 12 долларов 900 центов. И пока мы едем вниз. Вот у нас сигнал по Атланту. Также, но глобально у нас идет пока лонг. Кстати, полнолуние, сейчас его немножечко солют, видите, боковик такой идет, да, подсолют, скорее всего, и скоро уже будет полнолуние. То есть я по атому ожидаю еще подъем наверх в дальнейшем. И вообще по атому ожидаю хороший выход к верхней зоне котировки в район 40 долларов. Но со временем посмотрим, как это все дело будет.
Понятно, да? То есть 2 раза нажимаем, у вас график меняется. 2 раза нажали на ваш любимый актив, график меняется. Так, возвращаю все это дело назад. Вот так, да? Вверху у нас BingX, внизу Binance. Почему, кстати, тоже так сделал? Потому что внизу у нас есть торговая панель, ее нажимаем, и здесь можно подписаться на биржу BingX. Вернее, не подписаться, а торговать на бирже BingX. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. И здесь у меня есть переход на биржу BingX. Перейдя на эту биржу, получаете там различные бонусы и так далее и тому подобное. И чем мне нравится эта биржа? Первое, не требуется KYC. Тоже, кстати, это в закрепах описывал. Вот, не требует KYC. Вывод до 40 тысяч в сутки. Это раз. Без верификации. Можно одновременно открывать множество лонг и шорт позиций по одному инструменту. То есть у меня, например, стоит отсюда лонг позиция, да, отсюда взял шорт позицию. И там, ну, в общем, понятно, да, то есть работаем на перекрестной, на перекрестных позициях, открываем лонговые, шортовые позиции, перекрестная маржа. Достоверные источники цены. Так, достоверные источники цены, защита от скизов, проскальзывания цены. Кстати, да, по BingX цена идет грамотно, нету как вот на Binance, например, большие, да, такие проскальзывания бывают, и на других активах тоже. Вон, наконец-то пробиваем вот эту сейчас трендовую. Если мы ее пробьем, ребят, ну да, следующая цель у нас. Прям по ходовой, пока записывал видео, хотел, а тут получается мы сразу сюда пошли. Ну, неважно. Так, и в общем у них идет цена, красиво, достоверная информация. Это очень нужно, чтобы биржа шла ровно, чтобы торговый, как сказать, цена на графике шла красиво, ровненько, не было резких выносов стопов, лонгистов или шортистов, чтобы вас не сбривали постоянно. Так, быстро прогружается, не висит, в отличие от других. Так, офис переехал в Сингапур, это тоже о многом говорит. И ни одного взлома с 2018 года. Как торговать, купоны, которые бонусные, здесь есть видео по этому моменту тоже. В общем, подписываемся на биржу BingX. Из большинства бирж я ее выделил для себя и сам на ней работаю. И работаю каким образом? Именно на терминале TradingView. Вот она, эта биржа, да, например. Сейчас я открою еще раз. Вот она, эта биржа на 4-часовом таймфрейме. Когда я захожу в позиции, здесь появляется информация, с какого уровня я зашел в позицию. Я ее сейчас отключил, потому что видео снимаю. Но когда заходишь в позицию, у тебя здесь она отображается и показывает, куда идет цена. Так, как подключить? Нажимаем торговая панель, биржа BingX. Либо здесь нажимаем троеточие, если вы ее не видите, и выбираем из множества различных бирж нашу биржу BingX. Подключаемся, вводим свой логин, пароль и торгуем прямо из терминала TradingView. Это очень удобно, комфортно. Сами понимаете почему. Потому что, когда ты видишь разворот цены, ты сразу закрываешь свою одну позицию, открываешь лонговую тут же, или ждешь, когда цена придет в какой-то определенный уровень, важный, значимый для тебя, и берешь оттуда разворот и идешь дальше вниз. Ну, тут такой спуск сильный, серьезный. И уже 4-е, 5-е, получается, касание нижней вот этой грани, я думаю, это уже будет, ребят, прокол. Причем это будет, по-моему, вот у нас сейчас идет не 4-часовики, видите, да, зона повышенной психологическая отметка сопротивления, вот она идет. И если мы сейчас ее будем пробивать и заходить в нее, вот пока пошел откуп небольшой, если мы будем ее пробивать, еще объем поднимется, то все, привет, это мы ее пробьем, блок сопротивления это тоже пробьем и пойдем вниз. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Всем удачи, время заканчивается, ребята, пока.